Привет, друзья! Я сейчас на каталоге, снимаюсь. Сегодня целый день работаю. Очень симпатичное украшение. Может одолжить его для своей какой-то съемки. Прикольные сапожки. Удивительно, что эти сапоги с меня не спадают на моих худых ногах. Только что закончила свою работу, еду домой. Ксюша, визажист, меня сейчас подвезет. Она живет недалеко от моего дома. Сейчас мы заедем к ней за флешкой с фотографиями моими. Потом я еду домой отдыхать. Я сегодня выходная, Женя тоже. Мы решили поехать за продуктами в супермаркет. Мы сейчас находимся в магазине Костка. Это довольно-таки дешевый магазин. Он оптовый. Здесь можно купить много фруктов, овощей. И, собственно, за этим мы сюда и приехали. Здесь просто невероятное количество полуфабрикатов. Здесь продается очень много готовой еды, но она не очень полезная, поэтому мы стараемся такое не покупать. Также здесь много очень продуктов, очень странного вкуса. Допустим, здесь можно найти какую-то колбасу, либо бекон, которая будет очень-очень сладкая, либо очень-очень острая. У тебя глаза будут просто слезиться от такой еды. Также у них разные тортики, какие-то сладости, печеньки. Мне кажется, что они туда кладут в 3 раза выше нормы сахара. В общем, друзья, я протестировала этот Gorilla Pod, и я поняла, что мне он не совсем подходит, потому что так он получается очень короткий, когда его используешь как селфи-стик, да, вот так на вытянутой руке. Это слишком близкое расстояние, получается, свое лицо всегда снимаю впритык, и получается это не совсем прикольно, поэтому я пришла в магазин обменять вот эту штуковину на селфи-стик, на такую палку специально для моей камеры, которая будет гораздо длиннее, чем это. Вот этот селфи-стик, за него пришлось немножко доплатить. Я думаю, что мне с ним будет гораздо удобнее снимать. Как я вам уже и говорила, я очень редко готовлю, я не люблю это делать, да и времени у нас на это нету. И как-то мы давно уже, наверное, ничего не готовили, особенно наши какие-то блюда. Я думаю, что в этом году мы точно ничего такого не готовили, как решили приготовить сегодня: шубу и окрошку. И блюда, которые американцы просто не воспринимают. Ну, не знаю насчет окрошки, но что шуба для них это вообще нечто отвратительное, непонятное, как в одном блюде могут находиться такие странные ингредиенты, как соленая рыба, свекла, майонез. В общем, для них это реально очень странно. А мы на самом деле скучились за этим. Я уже не помню, когда я последний раз это кушала, и поэтому сегодня я вот вечер провожу на кухне. Уже практически все готово, осталось только майонез положить. Покупать готовую свеклу вареную гораздо удобнее, чем варить ее дома. После этого всего я должна весить 50 килограмм точно. Друзья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам интересна такая рубрика на моем канале, как рецепты. Я буду записывать видео для вас, некоторых блюд, не таких, которые я готовлю сегодня, более здоровых, правильных, то, что мы все-таки кушаем чаще всего, а не то, что сегодня, так скажем, исключение из правил. Я сейчас еду на лазерную эпиляцию, такая не очень из приятных процедур, но она очень результативная, мне очень нравится, хотя, конечно же, есть много недостатков, такие, например, как цена, это достаточно дорогостоящая процедура, нужно делать это на протяжении очень долгого времени, так как нужно пройти 8-12 процедур, и промежуток между ними в 1,5 месяца. Сегодня моя только 5-я процедура, но результат меня уже очень радует. Также во время этой процедуры нельзя загорать, то есть нельзя загорать 2 недели до лазерной эпиляции, 2 недели после. Ну, так как промежуток 1,5 месяца, получается, что все время нельзя загорать, иначе может произойти пигментация на коже. Кстати, вот здесь расценки на процедуры, сколько стоит лазерная эпиляция разных частей тела. Нижняя часть ног $75 за 1 раз. 75 $. За 1 раз. 75 $.
больно, конечно, но терпимо. Для меня это не так больно, как мозг, например, делать. Еду сейчас со своей процедуры, сейчас немножко ножки пекут после этого, но это будет буквально день-другой, потом будет все в порядке. И, кстати, девочки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам интересно видео конкретно на данную тему про лазерную эпиляцию. Возможно, вы хотели бы это сделать и вас это интересует, потому что в интернете много ложной информации по этому поводу, много заблуждений, мифов, поэтому если бы вам хотелось услышать это из первых уст от меня, напишите мне, пожалуйста, об этом, и я сделаю для вас такое видео. Сегодня погода просто замечательная, в принципе, как обычно в Лос-Анджелесе. Мы с Женей выбрались в парк, мы много раз его проезжали, но никогда здесь не были. Посмотрите только, сколько лилий. И вообще удивительно, как они создали вот этот такой оазис красивый посреди шумного города, потому что везде вокруг улицы шумные, машины ездят, там вдалеке даунтаун, но при этом здесь вот такой кусочек они сделали небольшой этого парка, где все очень красиво, много зелени, чисто и так спокойно, лужайки чистые, все люди там устраивают пикники, кто он день рождения, например, с той стороны. И на самом деле в Америке очень много красивых мест, очень много парков, мы еще много где не были, и у нас еще целый список, где мы должны побывать. Это все-таки жирные утки были, а не лебеди. Но лебеди здесь тоже есть. И также здесь очень много есть вот таких точек с фруктами, где продают нарезные фрукты. Я все время там покупаю, они там очень дешевые и всегда очень спелые. Мне очень нравится. В общем, мы сейчас перекусим в этом кафе, а потом покатаемся на катамаранах. Мы заказали 2 бургера и картошку фри. Мы за это заплатили $30. Это достаточно дорого. Я думаю, это из-за того, что это находится возле озера, но я надеюсь, что это того стоит. Нужно было заполнить анкетку, здесь указать возраст. Потом мне дали такой вот жилетик. Вот я уже и на водичке. Очень круто. Я забыла, когда я последний раз каталась на катамаране. Классно так. Правда, у меня ноги немного болят, потому что я вчера йогой занималась, поэтому мне трудно крутить педали. В целом мне сегодня, наверное, загорит здесь. Как удочки летят. Было так классно, мы наплавались, мы сейчас вот приплыли уже к берегу. Мне кажется, у меня лицо, наверное, может даже подгорело чуть-чуть, я не пользовалась солнцезащитным кремом. Pushed out the whip, rode it straight to life.